Всем привет! Меня зовут Алсу. В этом видео я подробно расскажу, как связать такую кофточку. Распишу все расчеты, дам схемы, и вы сможете связать ее на любой размер и из любой пряжи. Но помните, что из другой пряжи изделие и сидеть, и смотреться будет по-другому. Свою же кофточку я связала из бобинной ангоры с бусинами. В описании к этому видео вы найдете ссылки на нее, в том числе ссылку на подробный видеообзор по этой пряже. Как видите, эту кофту можно носить несколькими способами: на выпуск или заправив брюки с джинсами или на платье, на выход или в повседневной жизни. Ну что, готовы? Приступим! Сразу расскажу о пряже. Это у меня ангора с бусинами. Есть видеообзор на YouTube канале на нашем. Ссылку я прикреплю в описании к этому видео, поэтому вы там сможете пройти, посмотреть, где купить пряжу эту, сколько она стоит и все ее параметры. И начнем первым делом с расчета петель. Конечно, главный вопрос, сколько петель набрать. Обязательно нужно связать образец. Обязательно, потому что у всех разная плотность вязания. Тут у меня в 10 сантиметрах 20 петель. Давайте я все буду записывать. Ну что ж, давайте делать расчеты. Самые первые, самые простые. У нас в 10 сантиметрах, у меня конкретно, в 10 сантиметрах 20 петель. 20 петель. Теперь в рядах в 10 сантиметрах у меня 26 рядов. 26 рядов. Так, дальше давайте посмотрим, сразу рассчитаем в 1 сантиметре сколько. 2 петли. И в 1 сантиметре 2,6 ряда. Надо, конечно, замерять сразу не в сантиметре, а в 10 сантиметрах, потому что если замерять в 1 сантиметре, у нас будет серьезная погрешность. Например, 2,6 мы, конечно же, не сможем визуально замерить. Мы там округлим, и впоследствии это в 1 сантиметре мы округлим несколько миллиметров, а в обхвате, если у нас 100 сантиметров, то погрешность будет приличной. Поэтому замеряем в 10 сантиметрах, потом рассчитываем в 1 сантиметре. Дальше, ширина изделия. Я планирую, так, маркер меня уже подводит, но все видно. Я планирую такой свободного кроя, такую кофту свободного кроя, не прямо оверсайз, она у меня получится что-то средненькое, шириной 50 сантиметров. В обхвате у нас получается 100 сантиметров, правильно? Полный обхват. 100 сантиметров. Так, дальше. Из них 3 сантиметра, примерно 3-4 сантиметра я планирую планку. Так, давайте, пусть будет она 4 сантиметра. 100 минус 4 см, это в скобках напишу планка. Вы можете делать скрин экрана, ставить на паузу и делать свои расчеты, подставляя свои числа. Так, планка 4 сантиметра, и у нас остается 96 сантиметров. Теперь переводим эти сантиметры в петли. 96 сантиметров, у нас в сантиметре 2 петли, умножаем на 2 и получаем 192 петли. Правильно я умножила? 192 петли. Итак, теперь на этом этапе нам нужно рассчитать пройму, размер проймы, как мы это делаем. Итак, моя пройма 9 сантиметров. 9 сантиметров. На свободу прилегания обычно прибавляют 2 сантиметра, то есть сантиметр с этой стороны, сантиметр с этой.
Так как у меня оверсайз, я все-таки захотела прибавить 4. Вы смотрите на свое усмотрение, можете прибавить и 2 сантиметра. И я думаю, именно в ширине проймы, вы понимаете, да, вот проймы. Можете, кстати, замерить свое какое-то изделие. Сейчас покажу, какой-нибудь листочек найду. Пройма, да, вот она у нас, откуда рукав вот этот вот выходит, вот она пройма. И вот ее ширина. Это у нас, так скажем, вот эта подмышка, и вот тут вот идет рукав человека, и вот она ширина проймы в самом широком месте. Обычно прибавляют по сантиметру, вот я прибавила 2, по 2, поэтому я прибавляю 4 сантиметра, получаем 13 сантиметров. 13 сантиметров и умножаем, давайте рассчитаем, сколько петель у нас пройма именно, умножаем на 2 петли в сантиметре, моя плотность, получаем 26 петель пройма. Так, зарисуем, давайте пройму нашу, я не художник, поэтому вот пол проймы, вот до сюда где-то пол проймы, да, получается. Вот так вот и как-то вот так вот, это половинка проймы. Так, возьму потоньше, мастер, ручку. Делим на 3 части мы это все дело. 1, 2. И вот так вот у нас идет 3 части. Все видно? Ничего не видно, конечно же. Все, что я рисовала, вот. Ну, главные расчеты были видны. Теперь посмотрите, мы разделили на 3 части. Первая часть, вторая часть, третья часть. И будем делать убавки. У нас это половинка проймы, да, то есть у нас вот так вот, тут вот я нарисовала, конечно, не очень, вот так вот идет вторая половина, ну, в общем, это половинка проймы. Она у нас 13 петель, потому что тут 26, это у нас вся пройма. 13 петель, что равно 6,5 сантиметров. Делим на 2, да? Так, 13 петель в 3 этапа закрываем. Ровно у нас это не делится, это будет 5, 4, 4. Мы получаем 13, да? В первом этапе давайте закроем 4 петли. Вообще лишнюю петлю, вот эти 5, по правилам лучше добавить в первый этап, но я делаю во второй, сейчас объясню почему. Тут закрываем сразу 4 петли. Дальше закрываем 3 и 2. Вот для этого я делаю здесь 5, потому что это логично закрыть 4, 3 и 2. И последнюю четверку мы закрываем по одной петле. Проверим, все видно? Все видно. По одной петле. Далее, вот здесь наверху, чтобы сделать вот этот вот немножко наклончик, тут мы прибавляем 1 сантиметр по правилам. У нас 1 сантиметр это 2 петли, да? Мы прибавим тут одну петлю и тут одну петлю. Как мы их прибавляем? Я в конце прибавляла, если не ошибаюсь, за 4 ряда до конца последнюю прибавила и до нее следующую. Ой, если не ошибаюсь, за 6 рядов, по-моему. Но это не очень принципиально, я думаю, вот это все. Некоторые вообще не прибавляют, можно и не прибавлять. Так, дальше зарисовали схему. Теперь нам надо рассчитать плечо. Замерили плечо, можно в своем каком-то изделии, можно на себе. И значит плечо у нас, у меня плечо равно 11 сантиметрам. Из них 4 мы считали, да, 4 сантиметра, 4 же мы считали вначале, да, 4 сантиметра планка. Минусуем 4 сантиметра и получаем 7 сантиметров нам нужно связать. Давайте посчитаем, сколько это петель. 7 сантиметров умножаем на 2 петли в 1 сантиметре равно 14 петель. Мое плечо должно получиться. Так, и где наш первый листочек? Сейчас покажу. Так. Итак, первый листочек. Спинка у нас, это у нас общее количество, да, спинка у нас целая 100 петель. Спинка равна 100 петель. Перед за минусом планки в 4 сантиметра 92 петли.
Так, мы считаем половинку переда, расчеты делаем, поэтому половинка переда это будет 45-46 петель, да? 46 петель мы берем половинку, 46 петель. 46 петель мы минусуем, мы же закроем вот эти вот 13 петель потихоньку, когда вывязываем пройму. Мы минусуем эти 13 петель, мы сейчас рассчитываем плечо. 13 петель, у нас остается 33 петли. 33 петли осталось. Это мы вяжем, как она называется, полочку. Полочку мы вяжем. Закрыли петли проймы, 13 петель, осталось из 46 общего количества петель осталось 33 петли. Теперь, когда мы убавляем пройму, мы начнем убавлять и вырез горловины. У нас он есть, да, помните, где бы черкнуть. Вот наша супер схема. Тут же покажу, у нас же вот так вот кофта идет, да, ведь вот оно вот так, и вот так, и вот так. То есть, и тут у нас пойдет пройма, и у нас в один момент мы будем убавлять и там, и сям. Плечо наше. Мое 11 сантиметров общее, да, вот эти 4 сантиметра мы вычли вот здесь, вот этот кусочек 7 сантиметров, сейчас здесь у нас, вот, да, раз уж мы начали рисовать это все дело, тут у нас, опять, наверное, не видно, тут рисую сама, тут у нас 46 петель, полочка, это у нас 7 кусочек сантиметров. И теперь, когда мы вот это все убавим, у нас останется 33 петли. Сейчас давайте рассчитаем, через какое количество рядов нам нужно делать убавки для вот этой вот планки. Ну, вернее, они будут вот здесь, конечно же. Не планки, а вырезы горловины, прошу прощения. Здесь будут убавки. Через сколько рядов? Давайте посчитаем. Ой, ну художник я, конечно. Так, тут много у меня бумажек. 33 петли осталось, да, теперь это у нас было про плечо. Плечо. Теперь мы начнем про вырез. Да, выживет у нас фломастер сегодня. Вырез. Так, это у нас было вообще другое, это у нас было пройма. Вырез, глубина выреза, я хочу свою глубину выреза 24 сантиметра, я считаю, вот, то есть вот эта вот красота от плеча, она у меня хочется, чтобы была 24 сантиметра глубина проймы, поэтому я делаю расчет на 24, это довольно глубокая пройма, поэтому смотрите сами, глубина проймы, говорю опять, глубина выреза. Я извиняюсь, я заговариваю, уже вечер. Глубина выреза у нас равна у меня 24 сантиметрам. Переведем это в ряды. Сколько в 24 сантиметров, сколько у нас рядов? Фломастер, умоляю, живи. Умножаем на 2,6. Вот она у нас, эта циферка. Умножаем на 2,6. И получается у нас 64 ряда. В 24 сантиметрах у нас 64 ряда. Дальше нам нужно выяснить, сколько петель надо убавить, чтобы осталось 14 петель плеча. Давайте напишу плечо. Все, кстати, довольно просто, безумно просто. Просто математика простейшая. 14 петель плечо, чтобы осталось, поэтому мы от 33 петель еще отнимаем и петли плеча, чтобы понять, сколько нам нужно убавить. Вот от 46 мы убавили вот эти 13 петель здесь. Теперь убавляем вот эти вот 7 сантиметров, то есть 14 петель, чтобы понять вот этот вот кусочек у нас сколько остается и как часто нам нужно делать убавки для выреза. Надеюсь, это все понятно, поэтому 33 минус 14, 33 минус 14 делаем, у нас получается 19
19 петель у нас вот на формирование выреза горловины. Нам надо убавить 19 петель за 64 ряда. Нам нужно убавить 19 петель за 64 ряда. Чтобы понять, в каком ряду делать убавку, 64 мы делим на 19 и равняем 3 и 3 ряда, да? Это все, естественно, мы должны округлить. Где-то вы должны убавить в каждом третьем ряду, где-то в каждом четвертом ряду. Вот так вот. Примерно вы там сами посмотрите. Я, по-моему, убавляла вообще все в каждом четвертом ряду. Нет, пару раз все-таки я в каждом третьем сделала. Поэтому примерно вот такая цифра. В каждом третьем, в каждом четвертом ряду делаем убавку. Так, сейчас давайте покажу до первой убавки. У меня сейчас провязано 25 сантиметров. 25 сантиметров. Резинка 3,5 сантиметра. 3,5 сантиметра. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов у меня с моей плотностью вязания. То есть убавки мы начинаем делать раньше, чем начинаем вывязывать пройму. Если, возможно, у вас вырез горловины будет меньше. У меня 24 сантиметра тут примерно 24 сантиметра, поэтому убавки начинаются раньше, чем пройма. По-моему, это все, да? Так, все. Значит, мы рассчитали. Я думаю, все понятно на этом этапе. Можно начинать вязать. Смело продолжать вязание. Для определения глубины проймы есть стандартная формула. Обхват груди делим на 6 и плюс 5 сантиметров. У меня получилось 19. Итак, это видео будет посвящено рукавам. Сколько набрать петель на рукав? Вяжется в данном случае снизу вверх. Я хотела рукав свободного кроя, оверсайз, поэтому я просто вот так вот приложила, примерила, прикинула, как я хочу. И вот посчитала, сколько петель. У меня получилось 52 петли. Я хочу вот такой вот широкий рукав. 52 петли я набрала. И далее будем делать прибавки. Сколько делать нам прибавок, тоже будем сейчас считать. В самом широком месте у меня 17 сантиметров. Я замерила существующую кофту, которая мне нравилась по объему. И здесь у меня 17 сантиметров. Вы можете также замерить свое какое-то изделие, которое вам нравится. Или вы можете сделать расчет по формуле, которая у вас сейчас на экране. Должна заметить, что у меня разница с такой формулой в 3 сантиметра. То есть по формуле я получила 31 сантиметр, но по итогу я связала 34 сантиметра. 17 сантиметров. И теперь рассчитаем, как делать прибавки. 50... Ох, какая пятерка большая у меня получилась. 52 петли у нас рукав. 17 сантиметров мы хотим. 17 сантиметрах у нас в 1 сантиметре 2 петли. Значит, в 17 34 петли. Это полуобхват. То есть в полном охвате, это же у нас полный обхват, 52 петли. В полном обхвате это 68 петель. Вот, 68 петель мы хотим с 52. Далее замеряем длину рукава. Длину рукава. Можно опять же какое-то свое изделие замерить. Знаете, если вы замеряете изделие, то просто замерьте от подмышки его полную длину, и столько вы будете вязать. Ну, то есть вот эта длина. Или, если у вас нет изделия, то вы замеряете свой рукав. В моем случае я замеряла это 60 сантиметров. От плеча сразу длина рукава 60 сантиметров. И как высчитать? Вы уж меня извините, у кого маленький ребенок, он всегда рядом. Поэтому видео немножко будет
с накладками. У меня вот отсюда до низа 60 сантиметров, но нужно мне вот до этой вот длины узнать, сколько вот эта длина. То есть нужно из 60 вычесть вот эту вот длину. Как ее высчитать? Есть очень простая формула. Сейчас я вам ее напишу. Вот эта самая тема, вот это вот окат рукава, и нам его высоту нужно узнать. Для этого есть простейшая формула. Так, давайте вот так виднее. Обхват груди делим на 6, и от этого минусуем 1,5-35, ой, 3,5, 1,5-3,5. Я, знаете, для себя, так как у меня S, я минусую 1,5. Для размера М минусуйте 2,5. Для размера L минусуйте 3,5. Ну, примерно вот так вот. У меня тут получается 16, насколько я помню, 16 сантиметров. То есть у меня полный рукав, да? Длина рукава у меня 60, которую я хочу. Но теперь мне нужно узнать, сколько мне нужно вязать до начала оката, для формирования оката. С этого минусуем 16 сантиметров высоту этого оката. И получается, что по прямой с прибавками мне нужно вязать 44 сантиметра. 44 сантиметра. Проверим. Так, проверим. Высота оката у меня 16. Ну, в принципе, да, 16. И длина рукава у меня 44 должно быть, но у меня, сейчас, чтобы правильно было, у меня вот 47, смотрите. Я на самом деле его связала сначала 44, но потом я его решила удлинить, потому что рукав я все-таки хотела прям вот так. Вот. 44, но у меня 47, видите, на 3 сантиметра я его все-таки увеличила. Дальше, что еще? Прибавки. Теперь, сколько нам нужно прибавить? За 44 сантиметра, кстати, вот тут 3 сантиметра я прибавки не делаю, да, значит, минус 3, 41 сантиметра, 41 см. Мне нужно прибавить 68 петель минус 52 петли. 68 минус 52 равно 16 петель. Мне нужно прибавить. Я набрала 52, хочу, чтобы было 68, значит, разница в 16 петель мне нужно прибавить за 41 сантиметр. 41 сантиметр, это у нас сколько рядов? Умножаем на 2,6, помните, да, нашу плотность? Умножаем 106 рядов у нас получается 106, да, 106, за 106 рядов нам нужно прибавить 16 петель. Теперь надо узнать, в каком ряду прибавка. Значит, 106 делим на 16. 106 рядов делим на 16 петель. Кстати, делим на самом деле не на 16, а на 8. Почему? Потому что в каждом ряду мы прибавляем сразу 2 петли. То есть 16 петель это 8 раз. 2 прибавили, 2 прибавили, 2 прибавили, 2 прибавили, 2, так 8 раз. И получается 16 петель, правильно? Так что делим не на 16, а сразу на 8. Мой маркер уже подводит меня от всех этих расчетов. Голова у него пошла кругом. 8 это уже не петель, а 8 этапов, так скажем. 8 раз, да? Поэтому не смущай. Так, и получилось у нас 13 рядов. Получается, в каждом 13 ряду мы делаем 2 прибавки. 13, 13, 13, 13. Получается, все, в каждом 13 ряду делаем по 2 прибавки. Прибавки делаю я, простейшим образом внизу, да. Так, видно что ли? Вот у меня получается петля
просто провязываю, и после одной петли прибавка. И тут тоже петля, я вязала Magic Loop'ом, и с этой стороны прибавка получается. Вот у меня прибавки. Вот так вот. Что еще? Все, прибавили до этого места, далее формируем окат рукава. Так, тут схемка у нас будет, схемка. Для схемки нужно место. Так, для схемки сейчас. Так, вспомнить бы это дело, как я считала. У нас окат рукава выглядит вот так вот. Вот так как-то. Делим его опять же на 3 части, как и было с проймой. Вот такая вот, это половинка оката, то есть сюда, в общем-то, он так симметрично уходит, да. И вот так вот уйдут убавки. Вот так вот убавки. Ну, в нашем случае прибавки, потому что мы снизу вяжем. Вот эта высота мы с вами рассчитали, если помните, у меня это, я забыла лично, 16 сантиметров получилась высота оката. Вот она формула. Вот. 16 сантиметров, но нам это не нужно, это я, в общем, чтобы закрепить информацию. Делим тоже на 3 части. Это все дело. Так, 1, 2 и 3, да, как и в прошлый раз. Первая часть, вторая и третья. В 3 этапа мы все это дело будем закрывать. Итак, в этой точке у меня 68 петель. Мы делаем половину. Половина это 34 петли. 34 петли. У меня половинка. 34 петли мы делим на 3 этапа. 34 делим на 3. Это получается по 12 петель, правильно? Неправильно. 11, 12, 11, 11. Вот так получится, правильно? Тут первый этап 12 петель, второй этап 11 петель и третий этап 11 петель. Так, первый этап убавляем тройками и двойками. 12 делим пополам, это 6, значит шестерку мы убавляем тройками, 3, это 6 получилось, и вторую шестерку мы убавляем двойками, 2, 2, 2. Не убавляем, девочки, закрываем петли. Закрываем 3 петли, 3 петли, 2, 2, 2. Получилось тут 12. Так, второй этап пошел, 11 петель, мы закрываем по одной, все 11. 11 петель мы закрываем по одной. Дальше. Третий этап мы закрываем тройками, то есть 11 петель мы делим на 3. Это получится 3, 3, 2. Правильно? Сначала 2, потом 3, 3. Вот так вот все. Так, о чем я вам говорю? Еще одна тройка. Все. 3, 3, 3, 2. Симметрично с этой стороны точно так же. Убавки делаем как? Пришли сюда, не убавки, закрываем. Это моя проблема, все время говорю убавки. Пришли сюда, закрыли 3 петли, провязали. С этой стороны закрыли 3, вернулись 3, вернулись 3, вернулись 2, вернулись 2. Понятно, да? Вот так вот все закрыли. У вас такой красивенький окат получится. Потом этот красивенький окат мы красивенько сажаем в пройму и аккуратненько сшиваем. Сшиваю я не закромочные петли, а вглубь на одну петлю я ухожу. Плечевые швы сшили, рукав к туловищу пришили. Что у нас еще остается, по-моему, все, да? Потом переходим мы к планке. Тут, знаете, я, в общем-то, вместо резинки 2 на 2 связала 1 на 1. Решила пока не распускать, я все это довяжу, надену, посмотрю, если это будет бросаться в глаза, может, у меня еще какая-то будет, может, я еще к чему-нибудь придерусь и решу перевязать, поэтому я решила все-таки оставить 1 на 1. Данное видео будет по планке.
Казалось бы, все просто, да, что тут считать? Вывязываем петли, вяжем планку на нужное количество рядов и все. Нет, все не так-то просто. Если мы помним, если бы у нас в 10 сантиметрах 2 петли и 2 ряда было, то да, мы бы делали так. Но петля у нас такая штука, что в ширину она шире, чем в высоту. В высоту она ниже. Соответственно, мы не можем в каждую петлю, из каждой петли вывязать новую петлю, потому что они вывязываются поперек. Так, главное скажу, что я вывязываю опять же не с кромочных петель, а на пол петли глубже. Я вот захожу на пол петельки, вот она, да, на пол петельки глубже и вывязываю оттуда. Это первое, чтобы все это выглядело аккуратненько. Второе, давайте посчитаем через сколько, сразу скажу, что какое-то количество петель нам нужно будет тут пропускать. Какое количество, давайте рассчитаем. Это все просто, да, но немножко как-то первое время кажется запутанно, поэтому я постараюсь объяснить это очень-очень максимально доступно. Итак, у нас в одном сантиметре 2 петли и в 1 сантиметре 2,6 ряда. Так, в 10 сантиметрах у нас 20 петель. В 10 сантиметрах 2,6 ряда. То есть за 10 сантиметров у нас 6 петелек рядовых, да, будет лишних. Вот я имею в виду вот здесь. На 10 сантиметров мы должны, здесь 26 рядов, но из них, из 26 вот этих петель, мы должны вывязать только 26 рядочков лишних. 26 делим на 6. У нас 26 рядов, из них мы только 20 вывязываем, 6 у нас лишних, и за эти 26 рядов, с каким промежутком мы 6 будем петель пропускать. Каждая 4-я петля пропускается, но там 4 и 3 неточное число, поэтому смотрите. Это все, конечно, кажется немного запутанно. Смотрите, как я могу. Я вчера думала, как же мне объяснить. Я знаю, как объяснить. В принципе, довольно-таки, прям вообще, прям очень-очень просто. Например, мы пишем, у нас 26 рядов. Из 26 рядов 20 петель мы должны вывязать, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 рядов. Из них мы должны вывязать 20 петель, 6 пропустить. Вот. Что нам говорит... То есть мы должны в каждую 4-ю петлю пропустить, но у нас ведь дробь 3 есть. То есть где-то мы должны несколько раз и 5 через 5-ю петлю пропустить, потому что больше 4-ки. Если мы через каждую 4-ю петлю будем пропускать, погрешность у нас накопится и в конце не сойдется. Поэтому, смотрите, 26 рядов, да? Я уже у себя рассчитала, вы можете, вот смотрите, вяжем, 3, 4, 5-ю пропустили. Просто из нее не вывязываем, перепрыгиваем. 1, 2, 3, 4, 5-ю не вяжем, не вывязываем, пропустили. 1, 2, 3, 4-ю, 1, 2, 3, 4-ю, 1, 2, 3, 4-ю, 1, 2, 3, 4-ю, 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. За 26 рядов вот так вы четко должны пропустить 6 петель. Ну, в общем-то, по-моему, так понятно вообще очень. Я сначала попробовала каждую 4-ю, у меня осталось 3 петли, ага, значит, 2 раза я должна по 5. В общем, попробуйте, это очень просто. Но на самом деле, если вы даже каждую 4-ю будете пропускать, там небольшая погрешность будет, поэтому она не будет глазу видна, она не будет ни стягивать, ни... Если же вы провяжете в каждую петлю, у вас здесь резинка, конечно, будет такая расхлябанная, что слишком много петель будет на это количество рядов, понимаете? Дальше, вот здесь на спинке, тут у нас уже петля идет также вертикально, все правильно, то есть на спинке
мы вывязываем в каждую петлю. Как только у нас петли переходят в поперечную вязку, тогда мы делаем уже по этой схеме. Вот, в общем-то, вот так вот, казалось бы, сложно, но на самом деле, если разобраться, не сложно. Дальше нам нужно вывязать дырочки. Петлями они называются, но петли, поэтому говорю дырочки для пуговиц. Я начинала считать как? Нашла первую убавку, от нее отошла 6 петелек вниз, чтобы не прям, знаете, на этом уголочке была пуговичка, а пониже. Так, сначала я набрала по кругу на планку петли, провязала 4 ряда туда-обратно. Дальше я здесь остановилась, вернулась сюда. Тут вязала опять туда-обратно 4 ряда, не спускаясь уже вниз. Дальше никакие петли я не закрывала, просто, видите, разделение получилось. Я прикинула, что вот на этот вот промежуток мне нужно 3 пуговицы. Раз, два, три. Одну верхнюю я определила, где будет нижняя. Снизу я оставила 8 петелек. Определила здесь. И просто оставшееся количество вот это вот петель я разделила на 2. Вот у меня получилась еще одна петля. Вот этот кусочек отдельно туда-сюда, туда-сюда 4 ряда я вязала. Этот кусочек отдельно, видите, этот я еще не связала 4 ряда, поэтому он у меня такой коротенький, а эти, видите, уже полноценные. Далее я вяжу вот этот кусочек, и отсюда же пойду уже этой рабочей нитью по кругу еще 4 ряда. Получится у меня 4, 4, 4. Здесь у меня 10 рядов, помните, я говорила. А здесь получится 12. Ну, не такая страшная погрешность. Вот. Вы можете сделать, например, 3, 4, 3. И получится ровно 10 рядов. Так, что еще я должна сказать? Ну все, потом я закрою петли. Думала итальянским, но нет, я закрою все-таки классическим способом. Наверное, крючком люблю я закрывать. Ну, вроде бы все, поехали. Дальше мы на финишной прямой. Смотрите, сколько ниток. Кончиков особенно... Нет, здесь, кстати, нет кончиков. Это все сшивные, да, сшивные кончики все. Вот здесь вот, естественно, кончики остаются, как я вам сказала, когда я делала дырочки для петель. Кончики останутся, ничего страшного, мы их без проблем спрячем. Для вывязывания новых петель я рекомендую использовать тунисский крючок. С ним значительно проще захватывать рабочую нить, нежели спицей. Одно дело, когда петель немного, и другое дело, как в нашем случае, большое их количество. Советую иметь в арсенале один такой крючок среднего размера. Ну что ж, планка связана. Вот так вот все это выглядит. Вот так вот. Дырочки 3. Я уже спрятала все ниточки, видите. Тут нет. Тут вот все спрятала. Ну все, теперь пуговички у меня имеются. Пуговицы, сейчас, секунду. Они у меня тут. Пуговицы. Вот такие вот я выбрала. Вот такие пуговки. Сейчас будет все пришьем и будет красота. Ну что ж, вот так эта кофточка смотрится на мне. Надеюсь, у вас все получилось, не возникло проблем в процессе и вы довольны результатом. Буду благодарна за ваши лайки и комментарии.